Новый месяц на крипторынке начинается очень негативно, потому что биткоин падает ниже важного уровня 60 тысяч и фиксирует минус 10% за последние 96 часов. Эфир теряет ключевую поддержку около $3000, а многие популярные альты демонстрируют двузначные убытки, вплоть до 30% буквально за неделю. В это время наблюдаются рекордные ликвидации, которые превышают $500 миллиарда, а большие американские инвесторы уже пятый день подряд выводят свои деньги из биткоин ETF, за счет чего оттоки капитала доходят до уровня $600 миллионов. Конечно же, это вызывает огромную панику на крипторынке, потому что прямо сейчас мы наблюдаем за самым большим падением биткоина, которого не было начиная с прошлого лета, и все боятся, что он может упасть до 50 тысяч. Забегая наперед, я вам скажу, что это возможно, ведь в прошлых циклах биткоин спокойно падал на 20, а то и на 30%. Причем еще вот в этом видео, которое выходило 4 дня назад, я вам показывал график и говорил, что за счет отсутствия положительных катализаторов цена биткоина рискует упасть к диапазонам спроса, что в принципе и произошло. Но теперь возникает новый вопрос: продолжит ли биткоин падать дальше? Ведь как мы видим, первый потенциальный уровень, где он может остановиться, является 52 тысячи. Поэтому сегодня в ролике я, конечно же, отвечу на данный вопрос. И что самое важное, мы на основе последних данных, актуальной метрики и прошлых циклов выясним, где находится то самое дно, после которого биткоин начнет активно расти, как это было в январе и в сентябре прошлого года. Также для этого мы под микроскопом разберем вчерашнее выступление Джерома Пауэлла, на котором, казалось бы, он дал положительные прогнозы касательно политики ФРС, за счет чего даже биткоин почти вернулся на уровень 60 тысяч, но в то же время опасения инфляции растут, и индекс доллара создает сильное давление на рискованные активы. Поэтому приготовьтесь, вас ждет много важной информации. И сегодняшнее видео я попрошу вас посмотреть полностью до конца, ведь именно в конце ролика вас ждет большой итог всех мыслей, которые я сегодня озвучу, а также общий прогноз на биткоин. Поэтому перед просмотром обязательно поставьте лайк, ведь только ваша поддержка влияет на скорость публикации таких интересных видео. И чем быстрее мы наберем 1500 лайков, тем раньше мы выпустим новый ролик. Ну а с вами Влад, вы на канале Coin22, давайте начинать. Итак, дорогие друзья, если вы следите за криптовалютой хотя бы больше недели, вы наверняка уже знаете, что на рынке все происходит максимально быстро и непредсказуемо. Но единственный вариант заранее быть готовым к таким движениям, которые были вчера, это подписаться на наш телеграм-канал. Потому что там мы 24/7 остаемся на связи и делимся с вами только самой важной информацией, а также всеми новостями. И, кстати, главные тезисы пресс-конференции Пауэлла сперва были опубликованы именно там, поэтому я настоятельно советую вам подписаться по ссылке в описании. Но поскольку главным событием недели, если не месяца, стало заседание ФРС, а также выступление Джерома Пауэлла, начнем мы именно с него. 1 мая ФРС провела третье заседание в этом году, на котором было принято решение оставить ставку на старом уровне 5,5%. Прекрасно понимаю, что вас эта информация никак не удивила, ведь все и так знали, что ставку изменять не будут. Но вот комментарии Джерома Пауэлла повысили волатильность на рынке, из-за чего биткоин даже подскочил на 5% и почти вернулся на уровень 60 тысяч. Пауэлл начал конференцию со слов, что инфляция все еще слишком высокая и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован. Да, начало так себе, но далее было несколько интересных тезисов. Пауэлл всячески уклонялся от ответа, будет ли снижение ставки, а также когда это произойдет. Но по итогу он сказал: мы считаем, что это ограничительное решение и что со временем оно станет достаточно ограничительным. Маловероятно, что следующим шагом ставки будет повышение. Я думаю, что это не то, что мы видим. Как мы уже упомянули, чтобы ответить на вопрос, мы рассматриваем совокупность данных. Это будет включать в себя инфляцию, инфляционные ожидания и все другие данные. При этом он добавил, что сейчас нет необходимости повышать ставку, и ФРС рассматривает ее понижение. В целом настрой Пауэлла был более-менее положительным, если сравнивать с прошлыми конференциями. На этом фоне акции и даже биткоин ненадолго выросли. Тем не менее, Пауэлл явно будет ожидать данные по ИПЦ 15 мая, а также прогнозы говорят, что в этом году может ожидаться только одно снижение ставки, хотя в феврале все ожидали минимум 4 снижения. Но многие нас спрашивают, а почему процентная ставка так влияет на криптовалюту, если она вообще никак с ней
не связано. На самом деле это ошибочное мнение, что процентная ставка не имеет отношения к рынку крипты, особенно после одобрения биткоин ETF. По факту процентная ставка это главный индикатор, который показывает нам стоимость кредитов. ФРС печатает деньги и дает их банкам, как, например, JP Morgan, под процент, который сейчас составляет 5,5%. А уже в этих банках кредитуются большие компании, различные производители и обычные инвесторы. Так вот, чем выше ставка ФРС, тем больше ставка банков, что увеличивает стоимость кредитов. А когда кредиты дорогие, это замедляет производство, бизнес и продажи, за счет чего инвестиции в рискованные активы, такие как акции и криптовалюта, очень сильно сокращаются. Высокие ставки нужны, чтобы сдерживать инфляцию, то есть прекратить рост цен и укрепить доллар. А поскольку сейчас индекс доллара находится на рекордных уровнях за последний год, этим пользуются инвесторы, которые начиная с 12 апреля выводили деньги из ETF и отправляли их в облигации. Ведь доходность десятилетних облигаций США растет на фоне опасения возвращения инфляции. Таким образом, за последнюю неделю из ETF США вывели 630 миллионов долларов. Причем оттоки уже начинают фиксировать ETF Fidelity, у которого ранее наблюдался хороший приток. Ну хотя бы BlackRock не продает, что уже неплохо. Ну а что там происходит с ETF-ами в Гонконге, которые торгуются уже третий день? Если взять общий приток капитала ETF 6 компаний, то он составил 200 миллионов долларов, в то время как объем торгов зафиксировал всего 12,4 миллиона долларов в первый день торгов. Конечно, если сравнивать с тем, что произошло 11 января, когда в ETF США отправили 655 миллионов долларов и объем превысил 4 миллиарда, это слабые результаты. Но вот главный аналитик ETF Bloomberg считает, что для Гонконга это очень большие цифры. И в эквиваленте США 200 миллионов это 33 миллиарда долларов. Тем не менее, в биткоин поступило всего 200 миллионов, а не 33 миллиарда, что, конечно же, не остановило падение биткоина. А наоборот, его падение усилили ликвидации, которые начались после пробоя уровня 60 тысяч. Потому что за последние 72 часа на рынке было ликвидировано почти 650 миллионов долларов. И поскольку сейчас нет никаких положительных катализаторов, биткоин показывает очень слабое движение. Но если вы не знаете, падение это также отличная возможность, чтобы, во-первых, покупать монеты по более низким ценам, а во-вторых, зарабатывать на шорт-сделках, как это делают участники нашей подписки Coin22 Pro, которые заработали от 70% на падении Matic, ведь они заранее получили точные уровни для открытия шорт-сделок от команды наших профессиональных аналитиков. И благодаря тому, что аналитики Pro следят за рынком 24/7, лучшие точки входа на разные монеты публикуются ежедневно. Также мы помогаем собрать прибыльный долгосрочный портфель индивидуально для каждого, что особо актуально на текущем рынке, когда многие потенциальные монеты торгуются по очень хорошим ценам. Дополнительно всем новичкам, которые только-только пришли в крипту, мы предоставляем пошаговое обучение, в котором не просто изучаем сухую теорию, а делаем особый упор на практику. При этом у каждого участника есть доступ к поддержке, которая в любое время ответит на все ваши вопросы. И у меня для вас есть еще одна очень хорошая новость, потому что у нас продолжают действовать майские скидки. Поэтому, чтобы оставаться в плюсе даже во время таких коррекций, переходите по ссылке в описании, напишите нам, и уже сегодня вы откроете первую прибыльную сделку. Что ж, в первой половине видео мы уделили особое внимание экономике США, которая продолжает оказывать очень сильное влияние на биткоин. Но по своему личному опыту могу вам сказать, что движение биткоина циклично. Наглядный пример это 4-летний цикл, который формируется благодаря халвингу. В каждом таком цикле биткоин показывал рост и фиксировал 3 базовые фазы, а именно накопление, булран и коррекция. Именно в таком формате его цена движется с 2012 года, за счет чего опытные инвесторы ориентируются на эти циклы, чтобы вовремя покупать и продавать биткоин. Поскольку 4-й халвинг уже прошел, то сейчас мы плавно начинаем переходить из фазы накопления в фазу булрана, когда биток ранее пробивал новые максимальные уровни. Вот только проблема в том, что эти циклы помогают определить долгосрочный сценарий. Поэтому, чтобы проанализировать локальные движения и понять, что будет с биткоином в рамках месяца, я специально для вас изучил большой отчет от фирмы Glassnode, которая считает, что биткоин уже достиг своего дна. Но давайте узнаем, так ли это на самом деле, или падение все-таки продолжится. За основу аналитики Glassnode взяли показатели оценки тренда и накопления. Благодаря ему можно понять, что вот эти светлые точки означают слияние локальных откатов цены биткоина и перераспределение монет. И как мы видим, это наблюдалось перед началом бычьих циклов, начиная с 2020 года. Ведь биткоин очень редко показывал активный рост без предварительных откатов цены. Аналитики компании Glassnode также уделили особое внимание тому, кто именно сейчас продает биткоин. В отчете было указано,
что из-за высокой ликвидности и остановки притоков спотовой биткоин ETF, эйфория, которая поддерживала годовые максимумы, начала остывать, что усилило продажи недавних покупателей. Показатели реализованных убытков биткоина демонстрируют, что сейчас на рынке доминируют краткосрочные держатели. С точки зрения движения цены это означает, что недавние покупатели более чувствительны к этим краткосрочным движениям цен, и они очень быстро продают биткоин, как только он начинает падать. Для холдеров и всех быков это хорошая новость, потому что как только эти краткосрочные инвесторы используют все свои ресурсы на продажу, биткоин может развернуться, но все равно остается вопрос, на каком уровне это произойдет. Может быть 55, 50 или вообще 40 тысяч. В данном случае нам стоит перейти на график и воспользоваться индикатором объема, чтобы понять, в каких диапазонах инвесторы больше всего накапливали биткоин. Кстати, для этого я буду использовать биржу OKEX, потому что внутри ее торгового терминала уже есть встроенные платные индикаторы сервиса TradingView, а также OKEX предоставляет лучшие условия для торговли, поэтому если что, ссылка есть в описании. Как мы видим, биткоин не удержал диапазон 62 тысячи, после чего началось снижение к уровню 60 тысяч долларов, который биткоин 3 раза тестировал в апреле, но четвертая попытка не увенчалась успехом, и цена отметила локальное дно ниже 57 тысяч, и сейчас биткоин консолидируется чуть выше этого уровня. Но проблема в том, что ранее биткоин не торговался на этом уровне, потому что в начале марта произошел резкий трехдневный памп с 50 до 60 тысяч долларов. А как показывает практика, во время падения биткоин чаще всего возвращается в те диапазоны, где наблюдались высокие торговые объемы. Таким образом, если мы посмотрим на профиль объема вот в этом диапазоне, даже на часовых таймфреймах, то мы увидим, что именно здесь у биткоина наблюдался самый низкий объем, а вот первый диапазон, в котором фиксировалась высокая активность инвесторов, находится на уровне 52 тысячи, о котором я вам говорил вот в этом видео. В этом диапазоне биток двигался около 10 дней, за счет чего инвесторы сформировали здесь локальную поддержку, в то время как основная поддержка находится на важном уровне 50 тысяч долларов. Следовательно, вот этот диапазон мы и можем назвать тем самым дном. И если на рынке усилится давление продаж, то биток вполне может протестировать эти уровни. Но будет ли такое падение? Возможно, если 15 мая мы получим плохие данные по ИПЦ, которые сильно будут превышать прогнозы или прошлые значения на уровне 3,5%. Ведь рост инфляции 3 месяца подряд может стать первым сигналом на то, что с инфляцией явные проблемы, за счет чего в этом году никакого понижения может и не быть. Вероятнее всего, что май станет довольно слабым месяцем для биткоина, и поэтому ему придется консолидироваться после пробоя уровня 60 тысяч. Как я говорил ранее, биткоину по-прежнему не хватает положительных катализаторов, которые толкали бы его цену вверх, как это было в начале года. Единственное, что может изменить ситуацию, это возвращение притока капитала в ETF, а также более высокие объемы в ETF в Гонконге. Интерес больших инвесторов всегда положительно влиял на криптовалюту, и уж тем более на биткоин. Правда, пока сейчас облигации являются более привлекательными для больших инвесторов, инвестиции в криптовалюту будут немного сокращаться. Ну а теперь переходим к вопросу покупки, потому что многие нас спрашивают, а стоит ли сейчас покупать биткоин. Друзья, для начала я хочу вам сказать, что в инвестировании у вас всегда должна быть своя стратегия. Лично я покупаю крипту еще с 2018 года, и могу вам сказать, что если вы будете придерживаться своей стратегии, это сильно упростит процесс самой покупки и положительно повлияет на ваши результаты. Открыв любое наше видео, вы заметите, что я всегда рекомендую вам покупать только на просадке и только частями. Это необходимо для того, чтобы сформировать свою среднюю цену покупки. Самая частая ошибка всех новичков – это купить одну монету по одной цене и, конечно же, на все деньги. Но как показывает практика, 99% таких начинающих инвесторов продают свои монеты на первой же коррекции, потому что не имеют ликвидность для усреднения и дополнительной покупки по более низкой цене. Очень хорошим примером того, что нужно всегда покупать частями, это главный биткоин-кит Майкл Селлер. Ведь за счет того, что он постепенно накапливал биткоин, ему удалось добиться средней цены покупки чуть выше 30 тысяч. Он покупал и на коррекции, и на пампе, потому что его стратегия заключается в долгосрочном инвестировании. При этом вы можете поставить себе цель покупки один раз в неделю на одну и ту же сумму, что на длинной дистанции может принести свои плоды. Такие монеты, как биткоин или эфир, я также всегда рекомендую покупать в долгосрок, ведь в случае с биткоином вот эти циклы никто не отменял. И даже сейчас он почти один в один повторяет движение 16 и 20 года. Также вы можете заметить, что в рамках бычьего цикла 2018 года у биткоина наблюдались 6 коррекций на 30%. Поэтому, возвращаясь к вопросу, а стоит ли покупать, я отвечу да. И для этого необходимо использовать те ключевые уровни,
которую я сегодня озвучил. Коррекция — это нормальный процесс, который происходит на всех рынках, и прежде всего вы должны понимать, что без падения цены не будет роста. Это золотое правило, которое проверено годами, и вы должны его знать. При этом я еще раз вам напомню, что не стоит покупать на одном уровне, и даже если локальное дно образуется примерно вот в этом диапазоне, то не стоит покупать биткоин по этой цене на все деньги. Всегда распределяйте ваш депозит на более мелкие части, за счет чего вы сможете купить и на более высоких, и на более низких уровнях, при этом сохранить хорошую, оптимальную среднюю цену. Конечно, если в ближайшее время обстановка на рынке изменится или появятся важные новости, которые окажут влияние на рынок, то вы об этом узнаете первыми в нашем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь. Также не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и увидимся на следующей неделе. Всем желаю хороших выходных, до скорых встреч!